план Герасимова-то ведь тоже был специфический, как говорят. План Герасимова был, что не надо входить на территорию Украины личным составом. Нужно бомбить. День, неделю, месяц. А там были оппоненты, которые говорили, а что там бомбить? Мы вон, котлы-то какие у нас были шикарные в 14-м. Ты же сам ими занимался. Он действительно ими занимался, котлами. Герасимов. Войдем и все, и Киев возьмем, Зеленского повесим, всех расстреляем. Вот. Вас тоже всех расстреляют. Ну и меня заодно, если вдруг что смогут поймать. Я, правда, не в Киеве, но все равно всех расстреляем. Они прям вот собираются всех убить. Это война не за Украину, это война не за газ, не за нефть, не за НАТО, даже не за Крым, не за всю эту хуйню. Это война за будущее белой нации, за будущее белой цивилизации, за будущее белой России. А вы откуда? Из России. С России, да? Такой же черт, наверное. Или нет? Да всяко может быть. Всяко может быть, Не да. уходишь. Как вы относитесь Всем не уходишь. к действиям вашей армии здесь, в Украине? Давайте определимся. Отрицательно. Отрицательно? Конечно. А как вы думаете, насколько много народу относится отрицательно? Я думаю, много. А почему никто ничего не выходит, не протестует? Почему молчат? Зверства вашей армии уже известны всему миру, и народ молчит. Ну, скоро выйдет. Я бы не хотел, чтобы мои пехотинцы наводили порядок. Я бы хотел, чтобы бомбы мои наводили порядок. Видите, мне не нравится. вы такой же черт российский, как и все. А вы я что бы не думаете? хотел, чтобы Вот по Мариуполю, например, вы бьете вперед. 3-тонными бомбами. Мало? Мало, да. А почему ваши самолеты вот по Мариуполю, где нету ПВО, еще летают, а по основной Украине САД уже летать? Не знаешь почему? Видимо, потому что без самолетов у вас перелетов хватает. Но, А самолеты что боятся летать? На мой взгляд, маловато. У меня претензия к моему руководителю и его сподручным, к его генштабу только одна. Какого вообще туда сначала пошли войска? Почему просто не гробили и не уничтожали всю инфраструктуру? Почему нельзя это было сделать по отработанной схеме, которая доказала свою правильность? За последние 30 Ваша схема доказывает свою правильность только при отсутствии ПВО. Я еще раз говорю, при отсутствии ПВО. Это Это в Сирии, когда вы бомбили Сирию, и там вообще ПВО не было. Эта схема работала. А при ПВО эта схема не работает. Вот это единственный вопрос. Видимо, теперь будет ответка. Видимо, теперь будут Ответка? Как ты думаешь, стоит нам заказать, вот у нас уже Ленд-лиз подписали закон, стоит нам томагавки заказывать у американцев или нет? Заказывайте, Стоит, да? пацаны. А какие цели ты бы посоветовал нам бить в первую очередь? По каким целям? Сложно, страна большая, вам будет сложно. Здесь многоходовка еще в советское время придумана, многоартериальная. У вас транспортные узлы, у нас они не ярко выражены. У вас они ярко выраженные, потому что у вас границы все-таки ограничены. Я тебе не скажу. Даже если бы хотел. Посоветуй. Томагавк прилетит, 500 килограмм взрывчатки на себе все равно тащит. 500 килограмм это немного, это локально. Ну как калибр, одинаково примерно. Не, калибр меньше. 480, на 20 килограмм меньше. Меньше. 480 он тащит. Вам не пуляют полные заряды. А других нету. Там либо полный, либо никакой. Я понял. Послушай, еще раз. Мое несогласие с операцией, которая сейчас происходит, выражено только в одном. Какого вы рассчитываетесь мясом? Нет никакого братского народа. Я это услышал еще 10 лет тому назад. Даже не 10, лет 15 тому назад. Так. Когда я общался с людьми, которые работали на стройках, Так. как они это высказывали, все было, в общем, понятно, никаких проблем. Но зачем вы на нас напали? В силу того, что мы не звери, то непосредственно на кто стройке... вам сказал, что вы не звери?
Вы хуже Ну, зверей. я лично не Вы зверь. хуже зверей. Похож? Ну, хорошо, я не буду А сопротивляться. как ты думаешь, Я буду зачем, зверь. зачем вы на нас напали? Ну, потому что, были вы неудобные Ну, мало ли, совсем. что мы неудобные. Да это не бьет никого. Ну, а То, так-то что вам зачем не напали на нравится, нас? это то, что вам не нравится, это Да. никого не интересует. Не интересует, да? Нет, вы вообще никто. Так. А вы кто? Да. Не, а вы кто? А мы кто? Вы кто? Кто вы? Кто вы? Ну вот я ответил на ваш вопрос, а мы Кто, кто? да? Вы А, никто, вы а мы сверхлюди, кто? так? Конечно. Ну, то вы обычный нацист и фашист. Чем Годится. ваша армия... Все, хорошо. Как ты думаешь, чем ваша армия отличается от нацистской армии образца 41 года? Скоростью. Скоростью? М. Я бы не думал скоростью. Какой скоростью? Которой нет. Ну, которой у вас нет. У немцев больше скорость была, чем у вас. Ну я об этом и говорю. Ну, хорошо, скоростью. Еще чем отличаетесь? Все. Остальное так, как была немецкая армия, так и есть, да? Да, война есть и война. А каковы цели вашей войны против Украины? Чтобы у вас не было армии никогда больше. А почему вашей армии не распуститься? Ну, это, блядь, бессмысленный вопрос. Нет, это так не работает. А почему? Просто у вас Почему? не должно Одну быть минуточку. больше армии. Вы хотите, чтобы у нас армии не было. А как вы это сделаете? Как и делаем. Ну как? Как вы собирались это делать? Потихонечку, не спеша, так как сейчас это делается. А вам не жалко своих солдат? Послушайте, мужчина, всегда жалко. Всегда жалко, да? А почему вы, кстати, не Но забираете трупы? вы разве не в курсе, вы же седовласый уже мужчина, а вы разве не в курсе, что ваша жизнь обязательно имеет конец? У всех бывает конец. Это Вот однозначно. об этом-то и речь. Да, А у вот всех. об этом-то и речь. Ну вот, и все. Чего? Там просто пораньше закончится, да? И все. Ну, как А почему получится, их так трупы не забираете, этих солдат? Мы им предлагаем, заберите, хоть матери пускай похоронят. И вы им какую-то копеечку сидите- выдадите. А вы не... Мужчина, вы вы, не этот. вы сидите в белой комнате и пытаетесь со мной обсуждать на темы, о которых не имеете ни малейшего представления. Очень даже Все имею. то, что вы... Послушайте, все то, что вы видите и слышите, вы видите, Очень вы даже имею. пропаганду. Подожди, сейчас, стоп, секунду. В данном конкретном случае я готов согласиться, что и с нашей стороны существует та же самая пропаганда. На войне все всегда врут. Это я не Не, ну, пытаюсь, я сейчас всё, даже не собираюсь я с вами. это знаю. Послушайте, Почему солдат не забираете? Я другой вопрос задал. Послушайте, не-не-не. Я же задал вопрос, кто врет, кто не врет. Не-не-не, вот это вот. Солдат не забираете. Это очень обобщенный вопрос, не касающийся конкретного позиционного... Почему? У нас Неважно. сайт есть, Это нет. найди своих, мы фотографии опубликовали. Все понятно, послушайте, все понятно, все ясно. А Не о как вы том думаете, Не о том почему вы речь. не забираете? Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а как вам нравится такое понятие, Подожди. как Сначала социальный- ответь на вопрос, почему не забираете, потом я отвечу на твой. Не-не-не, Я не уйду. я вам... Отвечу на вопрос. Почему не отвечаю, забираете потому что- своих солдат? Все, жила тонкая. А может платить не хотите? Я вам говорю, жила тонкая. А что значит жила тонкая? Не понимаю. Все прям все. У нас не можем показать свои потери. А почему? Вы мне обещали ответить на мой вопрос? Ну, я вам если отвечу. Вы я ответьте. отвечу Давайте на ваш. закончим эту тему. Не-не-не, по вы вашему уже битве. вы уже второй задаете. Ну, давайте я Ну, вам это- теперь Ну, задам хорошо, вопрос. давайте ваш вопрос. А расскажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к такому понятию новоиспеченному, вполне себе применяемому, как социальный рейтинг? Не расслышал. Социальное? Социальный рейтинг. Социальный рейтинг? Мгм. Вы знаете, я не знаю, что это такое. Сразу, честно признаюсь. Ну, вы мужчина Ну да, но я же не все знаю. умудренный Ну, опытом. я Должны вам хотя бы честно немножко признался, я не социаль- знаю, что такое социальный рейтинг. Можно я короткое введение тогда вам скажу? Ну, давайте. Это система, которая в данный момент обкатывают китайцы, ну, в силу объема населения и в силу технологического охвата этого населения.
заключается он в следующем понятии. Вы совершаете какой-то поступок, и за каждый ваш поступок, ну, в силу того, что у вас при себе смартфон, и практически каждый поступок нынче так или иначе фиксируется через средства связи информационные. Не всегда. Не всегда, но тем не менее очень большая масса этих поступков фиксируется. Вам присваивается социальный рейтинг. Вы являетесь больше не имя рек, а вы единица измерения. И вам, как единица измерения, по мере ваших поступков начисляются и отчисляются баллы. Ну. В результате отчисления и причисления баллов вам даются те или иные льготы. Например, там, выехать за границу или не выехать за границу. Или, например, это в Китае неявный, придумали. нет, неявный, из чего У начинается. вас тоже такое придумали? Подождите, смотрите. Неявный, Ну, я например, понял, все. Я уже понял, что такое социальный рейтинг. Я о нем не знал, сразу честно признаюсь. А у вас он есть? Там есть другие вещи. Смотрите, например, вам изначально, чтобы вас приучить, вам говорят, вы можете, конечно, лететь туда, куда хотите, но не бизнес-классом. В эконом. Почему? Не потому, что у вас денег нет, а потому, что ваш социальный рейтинг вот такой. Вы не заслуживаете уважения большого брата. Вот вы сейчас рассказали, я никогда Ознакомьтесь. никогда не читал. Послушайте, я вам рекомендую, эта система не просто о ней читать, это уже не измышление. Я еще раз говорю, это то, куда мы не читал ни движемся разу. стремительно. Это то, куда мы движемся стремительно. Вы туда движетесь стремительно? И мы тоже. Я И тут вы ничего тоже? не отрицаю. Но у нас это И практически мы... невозможно. В нашей стране это практически невозможно. От слова совсем. А что в вашей стране возможно? Хорошо. Ну все, обычная свобода. Есть у тебя деньги, поедешь бизнес-классом. Нету денег, полетишь эконом-классом. А деньги где берут? У вас крепостной... Вам забыли сказать, что крепостное право отменено. У нас его нету. Вы как были Золотой Ордой, Северным Улусом, так и остались. С теми же привычками, с теми же понятиями. Как средневековье, как было средневековье у вас, так и осталось. Я вам крайне рекомендую ознакомиться с тематикой нового управления общественного порядка, и после этого, может быть... Но это у вас управляется общественным порядком, вот такие, методикой. Вас пинками загнали в стойло, и вы трусы сидите и молчите. Вас бабу колотят менты, рядом 10 мужиков российских прыгают со смартфонами и кричат им позор. Но вы же взрослый человек, вы же понимаете... Я еще раз говорю, кричат им позор. Это не им позор, а этим вашим мужикам позор. Один росгвардеец гонится, впереди него 30 ваших бравых российских мужиков удирает. Один росгвардеец за ними гонится. Трусы. Вы не о том думаете. Вы вообще думаете Вы обычные трусы. Давай тогда, ладно, заканчиваем ролик, уже он большой уже. Давай вместе. Смерть российским оккупантам. Давай вместе, повторяй за мной. Давай, смерть российским оккупантам. Давай, все, давай, повторяй. Смерть российским оккупантам. Помнишь, у нас было смерть немецким оккупантам? Громче кричи. Я говорю, смерть российским оккупантам. Громче. Не, у меня нормальный микрофон, так что ты меня хорошо слышишь. Нет, еще раз громче. Я еще раз говорю, смерть российским оккупантам.